Всем добрый день! В этом видео я покажу, как изготовить закидушку со съемным фрагментом под крючки с резиновым амортизатором. В народе эту снасть называют просто резинка. Вообще эту оснастку можно делать в разных пропорциях. Но сейчас я покажу в тех пропорциях, в которых делаем ее мы. Для основы нам понадобится леска диаметром 0,35 мм, длиной 50 метров. По классике считается, что на 5 метров лески используется 1 метр резинки. Но это предельная растяжимость. И поэтому мы всегда делаем метр запаса. То есть на эти 50 метров лески мы берем не 10 метров резинки, а 11. Для изготовления съемного фрагмента с крючками нам понадобится 4 метра этой же лески, крючки, 2 трубочки длиной 2-3 см и 6 трубочек длиной около сантиметра. Это изоляция от аудиокабеля. Также нам понадобится поводковая леска в диаметре от 0,18 до 0,20 мм. И для полной сборки оснастки нам нужно будет пластиковое мотовило, на котором будет храниться фрагмент с крючками. Также грузик 250 грамм. Если ловим на течение, то грузик используем тяжелее. Около метра капроновой веревки, 2 больших застежки, одна без вертлюжка, другая с вертлюжком. И для намотки основной лески нам нужно будет круглое мотовило, его еще называют самосброс. Почему самосброс, мы покажем в следующих видео, когда уже непосредственно выйдем на рыбалку с этой оснасткой. Теперь приступаем к изготовлению. Вначале берем круглое мотовило, на которое мы уже намотали 50 метров основной лески. И к свободному концу нам нужно привязать застежку с вертлюжком. Привязывать будем соединением петля в петлю. Для этого на конце лески делаем петлю узлом 8. Затягиваем. Лишний конец обрезаем. Оставляем небольшой хвостик на всякий случай. Вот теперь эту петлю вставляем в ушко вертлюжка и набрасываем сверху на застежку. Все, вот у нас застежка привязана к основной леске. Немного подматываем и откладываем пока в сторону. После этого нам нужно к одному из концов резинки привязать застежку без вертлюжка. Привязывать также будем соединением петля в петлю. Делаем петлю узлом 8. Аккуратно затягиваем. Лишний конец обрезаем, но на резинке конец лучше оставить еще с большим запасом, чем мы это делали на леске. На всякий случай, чтобы ничего не распустилось. Вот, петлю мы сделали. Теперь точно так же продеваем вершину петли в застежку и набрасываем сверху. Затягиваем. Все, вот у нас застежка прикреплена к резинке. Теперь берем круглое мотовило и соединяем леску с резинкой. Вот таким вот образом. Вот в таком положении мы будем производить заброс резинки с основной леской, без фрагмента с крючками. Теперь наша задача намотать всю резинку на мотовило. Вот мы намотали всю резинку. И теперь нам нужно этот конец соединить с грузом. Соединять будем соединением петля в петлю, поэтому на конце резинки делаем петлю узлом 8. И затягиваем. Вот, теперь пока это откладываем в сторону. А теперь берем груз. Для того, чтобы с берега сделать хороший дальний заброс,
нужно приложить усилия. И чтобы в этот момент не порвалась резинка, мы будем использовать фрагмент из капроновой веревки. Берем веревку и один конец привязываем к грузику. Привязывать будем узлом клинч. Здесь, в принципе, можно использовать любой узел, главное, чтобы он был надежный. Затягиваем. Здесь, в принципе, можно ставить такой конец, он мешать не будет. Вот. Теперь на втором конце веревки делаем петлю узлом 8. Хорошо затягиваем. И соединяем с резинкой соединением петля в петлю. Все. Теперь приступаем к изготовлению съемного фрагмента с крючками. Итак, вначале берем нашу леску диаметром 0,35 мм и отмеряем отрезок 4 метра. Я заранее уже отмерил и отрезал. А теперь на этом конце мы должны сделать петлю. Петлю будем делать с помощью 3-сантиметровой трубочки, которую я показывал в начале. Эта трубочка нужна для того, чтобы леска не перетиралась об металлическую застежку. Вот так вот одеваем трубочку, немного протягиваем и завязываем сначала двойной узел. Вот так вот. Затягиваем. Затягиваем таким образом, чтобы трубочка согнулась и получилась как бы вот такая петелечка. И сверху делаем еще один узел, только уже тройной. Затягиваем. Лишний конец обрезаем. Вот у нас получилась такая петля, защищенная трубочкой. А теперь берем другой конец этого отрезка и одеваем трубочку длиной 1 сантиметр и протаскиваем ее в самый конец. Эта трубочка нужна для того, чтобы когда мы будем складывать наш фрагмент, чтобы в эту трубочку фиксировать крючок. Теперь, когда мы трубочку протянули до конца, от этой петли нам нужно отмерить 60 сантиметров. Вот я отмерил на рулетке 60 сантиметров, и в этом месте вяжем тройной узел. И затягиваем. Вот, теперь от этого узла на расстоянии где-то 2-3 сантиметра вяжем еще один такой же узел. Узел можно немного двигать, если он получился дальше или ближе, чем нам надо. Вот, подвинули и затягиваем. Получилось у нас два таких узла. Между этими узлами будет крепиться, как бы такой удавкой, будет крепиться поводок с крючком. Теперь опять на свободный конец лески одеваем трубочку для следующего крючка. Одели и протягиваем ее до ближайшего узла. Вот.
После этого нам нужно на расстоянии 50 сантиметров от этого узла сделать следующие узлы для второго крючка. Почему именно 50 сантиметров, я расскажу, когда мы будем делать поводки. Отмеряем. И вяжем здесь опять тройной узел. Затягиваем. Теперь точно так же от этого узла отмеряем где-то 3 сантиметра и вяжем такой же узел. Немного подвигаем. И затягиваем. И дальше продолжаем точно так же. Одеваем трубочку, отмеряем 50 сантиметров и вяжем пару узлов. Нам еще осталось связать 4 пары узлов, поскольку фрагмент у нас рассчитан на 6 крючков и 2 пары мы уже связали. Так, вот я сделал 6 пар узлов, между которыми будут крепиться поводки с крючками. Вот раз, два, три, 4, 5 и 6. И теперь на вот этом конце, который у нас остался, мы делаем петлю тоже с трубочкой. Вот у нас получилась еще одна петелечка. Сейчас мы приступим к изготовлению поводков. Поводки мы будем делать длиной 25 сантиметров. И именно поэтому мы между вот этими узлами, где будут крепиться поводки, мы делали расстояние 50 сантиметров. Это для того, чтобы поводки в процессе работы с этой оснасткой не путались между собой. Итак, вот я связал 6 поводков. Длина поводков 25 сантиметров. Теперь находим первую пару узлов и будем привязывать первый поводок. Поводок, как я уже говорил, будем привязывать удавкой. Между узлами вот так вот кладем крючок и вставляем его в петельку на другом конце поводка. Вот получается такая удавка. Затягиваем. И вот первый поводок у нас надежно зафиксирован. И у него есть небольшой ход между этими узлами. И здесь, как помните, мы еще делали такие трубочки сантиметровые. Это для фиксации крючка. Вот берем крючок и жало вставляем в середину трубочки. Вот. И теперь, чтобы леска была в натяжке, вот так вот подтягиваем. Все, вот у нас первый поводок надежно зафиксирован и не будет путаться. И точно так же привязываем следующий крючок. Берем крючок, вставляем в петельку. Затягиваем. Затем вставляем в трубочку. Преимущество трубочек с аудиокабеля в том, что они мягкие и в середине у них тонкое отверстие. Поэтому крючки не вылетают из них. Вот у нас второй крючок также зафиксирован. И таким же образом привязываем остальные крючки.
Итак, вот мы привязали последний поводок. И теперь этот фрагмент откладываем в сторону. Сейчас немного расскажу принцип работы этой оснастки. Приходим на водоем и сматываем резинку с нашего мотовила. Сматываем и ложим возле себя на берег. Вот, резинку смотали. Немножко расскажу про самосброс. Принцип самосброса в том, что все вот эти 50 метров лески не нужно разматывать и укладывать их там на берегу и бояться, чтобы ничего не запуталось. Один человек держит вот за эту рукоятку самосброс, вот этой частью, вот этим скосом направляет в сторону водоема, другой человек берет груз, раскручивает и забрасывает. Здесь принцип такой, что когда груз летит, леска сама сбрасывается с этого мотовила. То есть сбрасывается она равномерно, и ничего не запутывается. Ну, здесь принцип безинерционной катушки получается. Вот. Когда мы забросили груз, и он коснулся дна, ждем какое-то время, пока он немного там устаканится, может немножко зайдет в ил. И после этого начинаем доставать, начинаем подматывать леску. Опять-таки на самосброс ее наматываем. До тех пор, пока мы не сможем взять в руку вот эти вот две застежки. Когда мы берем эти застежки, отсоединяем одну застежку и сюда крепим первую часть нашего фрагмента с крючками и застежку закрываем. Только когда мы это делаем, надо всегда контролировать и хорошо держать резинку, чтобы она не ушла в воду. Вот, подцепили первую часть нашего фрагмента. И потихоньку отдаем в воду весь фрагмент. Вот он туда уходит. Вот, и у нас есть еще одна петелька на другом конце фрагмента. Эту петельку мы цепляем за застежку, которая у нас привязана к леске, к основной. Вот. Все, у нас получается теперь забросили мы без крючков, ничего у нас при этом не путалось. И теперь мы добавили эти крючки. И теперь, когда у нас все закреплено, подтягиваем назад фрагмент до последнего крючка. Вот. Отсоединяем крючок от трубочки и одеваем на него наживку. И потихоньку отпускаем, и так делаем с каждым крючком. Одеваем наживку на каждый крючок и отпускаем его в воду. Все, когда мы все крючки оснастили, берем самосброс, держим и отдаем уже столько лески, сколько заберет резинка. Ну, как правило, если все сделано правильно и забросили на хорошую дистанцию, то в принципе должна леска вся смотаться с этого мотовила. Вот так вот работает данная оснастка. Теперь я немного расскажу, как эта система собирается. После окончания рыбалки мы выматываем основную леску до застежки. Отсоединяем застежку и фрагмент наматываем на вот такое вот мотовило. Одеваем сюда петелечку и наматываем. Вот намотали. Теперь отсоединяем второй карабинчик. Все, вот у нас фрагмент
надежно намотан на мотовило. Здесь можно зафиксировать кусочком скотча или там изолентой, можно какую-то резиночку одеть, ну, чтобы оно при транспортировке потом не размоталось. Вот. Ну а дальше соединяем опять же два этих карабина. И на круглое мотовило наматываем резинку до конца. Вот так выглядит эта оснастка в собранном виде. Основная леска с резинкой и отдельно фрагмент с крючками. Сейчас я в основном рассказал теорию. Мы в дальнейшем обязательно снимем видео, там где покажем все это на практике, на водоеме. А в следующем видео мы покажем, как сделать более усовершенствованный съемный фрагмент с крючками. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч!